Привет! Сегодня у нас недорогой 4К телевизор с изогнутым экраном от Samsung. Благодаря такому экрану мы получаем эффект пространственной глубины на изогнутом экране, где можно воплотить самые современные идеи в интерьере своего дома. У экрана отличное качество картинки, мощный звук, и в этом обзоре мы будем полностью его тестировать. Но давайте по порядку. Приходит он в огромной упаковке, на которой указано, как правильно его вскрывать. Сам только телевизор весит 18 килограмм. Телевизор упакован хорошо. В комплекте имеются специальные ножки-подставки, инструкция, пульт, и приступаем к монтажу, чтобы установить его на ножки из комплекта. Осталось в пульт установить батарейки из комплекта и запускаем телевизор. После выбора языка скачиваем на телефон приложение SmartThings. Регистрируемся в учетной записи Samsung. После этого начинаем вход в основную учетную запись и продолжаем настройки. Так как у нас уже приложение установлено, нас перебросило внутрь этого приложения. Подтверждаем принять все настройки. Найдено новое устройство и настроить это устройство в SmartThings. Настроить подключение к устройству ТВ. Чтобы устройства могли подключиться, поднесите телефон. Я не подносил, я был на расстоянии около 3 метров. Теперь мне нужно ввести пин-код, который отображается на телевизоре. Мгновенно произошла настройка с помощью SmartSync и выбираем 2,4 ГГц, так как с 5G не работает, сеть не поддерживает нашу сеть. Вводим пароль нашей Wi-Fi сети. Почти все готово. Выполняется регистрация устройства ТВ в смарт-аккаунте. Подтверждаем все и подключаемся. Осталось написать имя телевизора. Я оставляю также и нажимаю «Далее». И нас перебросило в меню, где мы можем настроить синхронизацию резервной копии со всеми нашими данными, которые мы сделали. Нажимаем «Далее». Управляйте всеми устройствами с универсального пульта дистанционного управления Samsung. Для распознавания внешних устройств, в частности кабельного ресивера, подключите их к устройству ТВ и включите. Но в данном случае мы сейчас не будем настраивать. Давайте просто пройдем по настройкам и посмотрим его меню. Где будете использовать это ТВ? В Украине. Подтверждаем и переходим для выбора приложения, чтобы активировать. Готово. Приятного использования устройства ТВ. У нас выскочило управление меню. Чтобы использовать все функции приложения, рекомендуется подключить ТВ к интернету по Wi-Fi. На экране мы видим полнофункциональное меню с полным управлением сенсорной панелью. Теперь я беру в руки пульт и буду работать с пультом, так как в моем случае это значительно быстрее. При первом подключении нажимаю на кнопку «Домой», нам выдает вот такое вот меню. Здесь мы можем либо произвести настройки, как здесь написано, живого ТВ или наземного ТВ, либо перейти в другие встроенные приложения: Netflix, Prime Video, Megago, Sweet TV, который мы сегодня настроим, потому что мы получили по акции приобретения специального промокода на полгода просмотра там всех каналов и ТВ. Apple TV, YouTube и галерея, а также интернет. Здесь можно полноценно использовать браузер. Выбрав пункт настройки, переходим вверх. Здесь у нас инструкция. Далее стандартный режим отображения. Зайдем сюда и посмотрим, какой еще бывает. Обычный. Видно, что меняется. Кино, более приятный для восприятия. Динамический, но с синевой, скажем так. Стандартный. Оставляю режим кино. Теперь режим звука. Режим стандартный, оптимизированный, усиление. Всего 3 режима. Кажется, нужно тестировать уже, когда будет играть какая-то композиция. Громкоговорители, вывод звука. Есть оптический, то есть по кабелю сразу будет выходить на какой-то музыкальный центр. И опять возвращаемся на громкоговоритель. Есть игровой режим, но здесь он написано доступен только при подключении текущего источника к внешнему устройству. То есть какую-то приставку, наверное, нужно к нему подключать. Мы сегодня подключим Android приставку и тоже проверим. Язык аудио можно изменять и выключение таймер сна. Таймер сна доступен на 30 минут, 60, 120 и 180. И отключен. Далее подключение по сети. Здесь можно выбрать настройка сети и состояние сети. Выбрав состояние сети, у нас отображается информация о подключенном нашем соединении. Можно разъединить настройки, повторить подключение и закрыть. Также у нас есть диспетчер устройств. При подключении к диспетчеру устройств нам
есть возможность произвести очистку памяти, как на Android, очистить работающее приложение и управление хранилищем. Хранилище на данный момент с упаковки, так сказать, с коробки занято на 60%. Нажимаем «Показать список приложений». И вверху отображается информация, что у нас доступно 376 мегабайт, а использовано 570. То есть это все для приложений. Вот эти все приложения, которые вы здесь видите, они установлены. На пульте есть еще кнопка с названием Setting. Нажимаем ее, и у нас выдает более понятное развернутое меню, раздел изображения. Здесь мы можем настроить режим отображения кино, который мы ранее настраивали. Настройка размера изображений 16:9. Можно широкий, это будет автоматически подстраиваться, или размер экрана 16:9 или 4:3. Меню звука. Здесь у нас те же настройки, которые были. И есть даже возможность подключить беспроводные динамики по Wi-Fi. Специальные есть такие. В разделе «Трансляция» мы настраиваем каналы. В разделе «Общее» здесь у нас более развернута настройка Apple AirPlay. Возможность удаленно просматривать видео по Wi-Fi. Есть экономный режим, специальные возможности. Здесь настройка идет и голосовых инструкций. Например, если мы включаем... Настройки голосовые инструкции. Включить. Будет озвучивать все. 2. Громкость средняя. 3. Скорость норм. 4. Высота тона средняя. Настройте высоту тона голосовых. 1. Голосовые инструкции. Выключить. Да, лучше так. Дальше у нас идут настройки по увеличению. Можно сделать крупный. О, еще крупнее. Кажется, вам стало лучше видно. И оставим так. Далее функция Smart, автозапуск Smart Hub, запускать последнее приложение автоматически. И далее идет сброс на заводские настройки. После этого идет поддержка. В этом меню у нас есть обновление ПО. Давайте проверим. Обновить сейчас. Запрос, поиск обновлений. В настоящее время обновления отсутствуют. Хорошо. Можно запросить поддержку, удаленное управление. Это если мы хотим получить помощь от специалиста Samsung. И об этом телевизоре. Кажется, все настройки изучили. Переходим в настройки приложений. Давайте запустим, например, YouTube. Войти на телевизоре, используя аккаунт Google. Войти на телефоне, запустить приложение YouTube. Или же пропустить. Пока пропустим, позже настроим. Сразу запустилось стандартное вот такое вот приложение. И вот, знаете, самые райские места. Давайте посмотрим, какие тянет он видео и в каком формате. Вау, ребята! Качество просто класс. Так, прибавлю я картинку ближе. Ну, конечно, это не то, чтобы своими глазами увидеть, это совсем другое, чем показывать видео на картинке. Изгиб вообще не мешает. Смотрю, сейчас специально отошел сбоку. Ну, сбоку, да, заметно, что здесь изгиб. Это мои такие вот явные впечатления. Но никак не вредит. С 55 дюймов диагональю смотреть полностью в таком вот развороте даже с семьей будет очень комфортно. Сев на диване, очень здорово. Качество, ребята, качество 4К. 4К. Очень красиво. Цвета какие насыщенные. Прямо сейчас попробую поменять изображение. Сейчас кино у нас стоит. И мы сейчас можем вот увидеть разницу. Обычный, стандартный, динамический и кино вернуть. Да, кажется, динамический вообще такой сочный эффект. Посмотрите, какая красота. И звук здесь просто шикарный. Сейчас он был на 50%. На максимум слышу дребезжание. Да, максимальная громкость приводит к тому, что у него появляется на бас дребезжание. Но это надо музыкальный трек включить. Вот чего здесь не хватает, так это голосового поиска. Придется вводить все вручную. Нажимаем поиск, переключаем язык, чтобы найти музыкальную композицию. Хит найден. Бас не давится. Где-то слегка там давится
аж на 95%. К звуку я придраться не могу. Качество отличное. Давайте послушаем минималочку. На двоечке. Вообще там почти ничего не слышу. Вот так вот фоновой музыки на 4 с головой. Напомню, что здесь до 100%. Нажал, удерживаешь и пошел в прирост. Это максималочка. Общее мощное звучание каждого динамика по 10 Вт. Суммарно мы получаем 20 Вт звука. Теперь запускаем приложение Свит ТВ. Если вы хотите использовать интернет-телевидение, то можете по ссылке в описании с помощью специального промокода подключиться и получить скидку на подключение на месяц, на несколько месяцев, на полгода или же даже на целый год, как сделали это лично мы. Мы уже второй год используем это приложение Свит ТВ. Очень удобно, нравится. Одно подключение и на 5 устройствах можно использовать его. Например, я дал Валюше, папе и еще на других устройствах понастраивал. На телевизор родителей. В общем, хватает этих 5 подключений на всю семью. Давайте посмотрим какие-то каналы в HD качестве, как работают телевизионные каналы на этом экране. Ну вот я запустил MasterChef HD. Качество очень плохое. Возвращаю на 1+1 HD. Вот здесь качество шикарное. Динамики находятся снизу, и это способствует тому, чтобы звук отражался от поверхности стола, на котором установлен, и распространялся по комнате. Качество очень хорошее, еще раз убеждаюсь в этом. Но все зависит от транслируемого канала, который вы смотрите, от его качества. Здесь есть один канал, и, например, запустим аквариум. Класс, как будто сейчас я возле аквариума стою. Реальный эффект. Кажется, кораллы будто бы с телевизора выпирают с эффектом 3D. Вот вам и камин. Конечно, не согреет, но эффекта создаст. Еще телевизор с легкостью обнаружил по моей домашней Wi-Fi сети доступные файлы, которые я открыл для пользования внутри сети. То есть некоторые файлы я расшарил, и по сути телевизор их с легкостью обнаружил. Вот, к примеру, я сейчас нахожусь подключенным по Wi-Fi к своему ноутбуку, и здесь есть, например, мультфильм. Она думала, что выиграет, но шансов не было. Через год я буду бегать лучше всех в школе. Просто я не учусь в твоей школе. Да ладно. Качество класс. Забыл, как я обогнал тебя на глазах у всего собрания? Ковролин видно. Отлично. Коля. Я это сделал с помощью кнопки на пульте подключиться к другому устройству. И вот источник у меня Грачики PS. Есть еще подключение внешних аксессуаров. Сюда включается удаленное подключение, вывод на экран. Прежде чем начать, подключите к этому ТВ клавиатуру или мышь. Давайте запустим вывод на экран. Соединение беспроводным способом. Выбрав на компьютере соответствующие настройки, у меня обнаружен был дисплей Samsung. Я нажимаю «Подключиться к дисплею», и у меня написано «Подключение Грачики». Теперь вся информация с рабочего стола у меня отобразилась на телевизоре. Ребята, это вообще классно. Выходит, что у меня есть еще третий монитор теперь, на который я могу выводить вот такую вот информацию. Здесь я даже могу управлять. Например, это у меня программа Sony Vegas. И дальше здесь могу полистать, показать вам. Вот, например, воспроизвести видеоролик. Ну, тут звука не будет, потому что на дроне звук не пишется. Это взлет и полет. Отлично. Даже не думал, что так с легкостью можно подключиться и управлять. В компьютере нажимаю «Отключиться», и мы вернулись. Точно так же можно подключить и телефон. То нам достаточно включить эту функцию в своем телефоне. На телевизоре по умолчанию уже телевизор готов к подключению автоматически. Я вот нажимаю на этот пункт, трансляция экрана, идет отыскивание телевизора, обнаружен, нажимаю подключиться. На телевизоре выскочила
уведомление Android 839D разрешить. То есть нужно нажать кнопку на пульте разрешить. Подключение. И у нас выводится вся информация. И мы сейчас запустим игру Asphalt 9. Останавливаю трансляцию и продолжаем тесты. На телевизоре можно зайти в своего рода такой себе магазин Apps. Это, конечно, не Play Market, потому что здесь операционной системы Android нет. И посмотреть, какие приложения у вас установлены. Приложений на самом деле очень много. Русские сериалы, Facebook Watch, то есть просмотр типа своего рода такой себе мини-приложение Facebook. Есть раздел Спорт. Жанр видео по жанрам разбито. Ну а есть жанр игра, перейдя в который мы сможем обнаружить разные игры, чтобы поиграть прямо на телевизоре. Выбираем любую игру, нажимаем установить, идет установка. Вес игры 10 мегабайт. Нажимаем запустить. Игра запущена. Поехали. Вот так вот выглядит игра на этом телевизоре. Управляю я кнопками влево-вправо. Кажется, сам набирает скорость. Или я ошибаюсь? Нет, вроде сам едет уже. Я просто стартанул и обгоняю их. Ну, не знаю, детям может понравиться, но пульту будет беда. Поэтому не спешите показывать детям, что у вас здесь есть игрушки. Хотя, если у них есть смартфон с любимыми играми, то вряд ли их уговоришь на такую примитивную игрушку здесь поиграть. Если вы хотите подключить внешнюю антенну, уличную или же комнатную, чтобы отсканировать местные каналы цифрового формата T2, можно это спокойно сделать. Я подключать каналы не буду, потому что в моем случае даже антенна просто на улице находится, но в дом кабель особо и не подключен, потому что мы смотрим через интернет. Из-за того, что в селе бывает часто не совсем хорошие погодные условия или бывает плохо ловит, поэтому мы телевизор почти не смотрим. Если мы хотим подключить что-то к телевизору, например, флешку или же мышку, а может быть даже жесткий диск, как я сейчас, то у нас для этого есть два USB. Новое устройство. Для этого нам необходимо взять пульт, и все файлы с этого жесткого диска сейчас у нас появятся на экране. Выбор большой. Подключение быстрое, и при этом жесткий диск работает от обычного USB. Там у меня стоит USB 3.0. Если бы USB выход был слабенький, то он бы жесткий диск не открыл. Он бы просто поклацывал. Так, клац, клац, клац. А сейчас все работает. Давайте подключим мышку и посмотрим, как он работает с мышкой. К сожалению, с мышками этот телевизор не дружит. Я подключил беспроводную мышку и никаких признаков. То есть мышка светится, работает, но не подает никакого движения. То есть, судя по всему, этот телевизор не работает с мышками. Для подключения каких-то внешних устройств у нас есть 3 HDMI разъема. Третий у нас с поддержкой RAC. Вставляем сюда, и у нас запускается информация с Android приставки. Обнаружение устройства, то есть автоматически и ничего не нужно включать. Теперь мы сможем увидеть картинку с нашей Android приставки, у которой 4 гигабайта оперативки и 64 встроенных. Android приставка лежит на столе, информация уже о приставке выведена на экран. Далее переходим на управление уже самой приставки. Вообще, чем отличается этот телевизор от других телевизоров? Хотя здесь есть своя операционная система, но установить из Play Market привычное вам приложение не удастся. Если же вы покупаете такой телевизор 55 дюймов с изгибом экран, то вы получаете некие преимущества в плане размера и соотношения сторон, компактный, красивый. И кажется, в нем есть все, что нужно, чтобы из коробки достали и смотрели. Но если вы хотите более чем управлять, то тогда придется докупать Android приставку, как
я сейчас подключил. Если же вы не хотите покупать какие-то другие приставки, то нужно искать телевизор с Android TV. То есть мы понимаем, что что-то стоит денег. Но кажется, проблем нет. Есть YouTube, есть возможность смотреть онлайн ТВ, отлично работает, управляется через смартфон. Сейчас мы находимся уже на приставке, здесь уже вот работает мышка именно на Android приставке. И мы можем управлять или смотреть YouTube и даже давать голосовые команды. Потому что в моем случае пульт идет с голосовым управлением. Допустим, я нажимаю на поиск, на микрофон, канал The Грачики. Наш канал открыт, запускаем последний видеоролик и смотрим. Привет! Спешу сообщить о новинке Blackview PV4920 Pro. Такая цена уже доступна, так как началась распродажа под названием «Черная 5». Дисплей действительно соответствует своим заявленным параметрам в отображении 4К. Для быстрого доступа в интернет мы можем использовать кнопку на пульте с тремя буквами 3W, либо выбрать пункт «Интернет», как вы это видите сейчас на экране. Попадаем мы вот на такое вот интересное меню, сейчас вот с мышкой, которой я могу управлять с помощью вверх-вниз джойстика. Здесь можно выбрать любую страницу, которая нас интересует, или же использовать вкладки, либо размер шрифта. Ну, давайте запустим, например, YouTube в браузере, я имею в виду. Не просто, конечно, листать этой мышкой. И жалко, что не поддерживают мышки, но ничего не поделаешь. Давайте запустим видео в 4К и немножко поснимаю углы обзора, а вы посмотрите. Поэтому полноценно можно просматривать любую информацию, но не совсем удобно вводить. Теперь давайте посмотрим, как работает с углами обзора. Вот я стал сбоку телевизора. Отхожу. Вблизи. Тут, конечно, заметны пиксели уже, когда вблизи к телевизору. Но все равно настоящая качественная картинка, ее хорошо видно. Это углы обзора. Вот сверху сейчас телевизор, сверху никаких проблем нету. Теперь немного о самом изгибе. Здесь явно виден этот изгиб. Он совсем небольшой, чтобы как-то думать, что это повлияет на отображение картинки. Все отчетливо видно, ничего не искажает. Вот так выглядит он с обратной стороны. Здесь явно видны вентиляционные отверстия. Вот они внутри имеются. Здесь имеются 20 на 24 отверстия, чтобы закрепить его на стене. И здесь весь интерфейс. Тут ножки установлены. Здесь у нас кабель для питания. И обратите внимание, что здесь имеются вот эти захваты, которые вы сами можете снять, одеть для хорошего крепежа шнура. Такая же имеется и здесь, с этой стороны. Удобно, потому что кабель можно уложить. Вот, например, HDMI кабель идет без этой штуки. Он топырится. Видите, да? Эту штуку мы одеваем. Раз. И он вплотную аккуратно держится. Там может разместиться несколько шнуров. Есть инструкция, что где располагается. Обратите внимание, что тут у нас имеется оптический кабель, 2 USB, 3 HDMI, один идет с поддержкой ARC, выход для подключения на спутник и здесь отдельно для внешней антенны. В комплекте также имеется переходник для углового подключения. Это фирменный самсунговский переходник. Его мы вот сюда
вставляем и уже получаем угловой способ подключения. Тут у нас разъем для подключения кабеля. Можно подключать вот этот разъем универсальный для видео и левый правый аудио, либо задействовать сразу подключение, как здесь написано, композитного подключения. Под этой наклейкой у нас находится специальный разъем для подключения вот этого адаптера. Он нужен для того, чтобы использовать подключение без каких-то внешних приставок, чтобы смотреть спутниковое телевидение или кабельное. Вам необходимо подключить, чтобы сюда вставить карточку для того, чтобы получить цифровой доступ, чтобы все цифровые каналы были разблокированы. Снимаем эту наклейку. Пока ее приклеим здесь, вставляем сюда в этот интерфейс и защелкиваем. После этого у нас появилась вот такая вот технология. Сюда мы вставляем эту карточку и получаем доступ ко всем каналам. Если вдруг у вас так оказалось, что нету пульта и вы не знаете, как управлять, то можно включить снизу, вот здесь вот, имеется кнопка под логотипом Samsung. Я сейчас здесь положил зеркало, чтобы отражало, и мы можем включить. Нажимаю. Происходит включение. И здесь у нас есть подсказка: меню для управления. Нажимаю на эту кнопку, выскакивает дополнительно вот такие вот значки. Следующий канал, увеличить громкость, уменьшить громкость и источник. Если я хочу просто выключить, то нажимаю и удерживаю. Все, покажу вам расположение динамиков. Вот здесь вот они виднеются, здесь и здесь. Есть два больших отверстия возле каждого динамика, как воздухоотвод своего рода. Вот здесь тоже он виднеется. Если пальцем его пошевелить, то эти динамики внутри шевелятся, что не совсем меня это радует. То есть как бы хотелось бы, чтобы они, наверное, были бы лучше закреплены. Для крепежа в комплекте имеется еще дополнительно вот таких вот сквозных 4 пластмассовых переходника, которые нужно здесь закрепить перед тем, как цеплять его на стену. Ну и для тех, кому интересны полные детальные характеристики, которые в принципе можно было бы и посмотреть на официальном сайте, где смотрю сейчас я все-таки вам для удобства их озвучу. Экран 55 дюймов, изгиб экрана 4200R, разрешение 3840 на 2160, процессор UHD Engine, показатель качества изображения 1500, HDR10+ поддерживает, мегаконтрастность, технология Motion Rate для передачи четкости движения, поддержка HDR, регулировка HLG, технология поддержки цвета Pure Color, также технология UHDM Dimming, технология автоматического усиления глубины резкости, режим кино и повышение четкости передачи динамических сцен, а также поддержка натуральных цветов. По звуку у нас Dolby Digital Plus, 10 Вт каждый динамик, в суммарности 20 Вт, поддержка технология Multiroom для прослушивания звука в других помещениях, поддержка передачи звука через Bluetooth есть, поддерживает телетекст, субтитры, автовыключение, подключение HDD, электронный телегид, до 31 языка поддерживает меню. Блок питания работает от 100 до 240 вольт, потребляемая мощность 145 Вт. Ну и собственно это вся характеристика. Здесь еще указано, какая комплектация идет и вес в упаковке. Почти 23,5 килограмма. Ну и конечно осталось узнать его цену. На данный момент в Украине в наличии он продается не во всех магазинах, 15 860 гривен. В магазине «Розетка» он продавался за 15 999 гривен. Правда, сейчас, на данный момент, его нет в наличии в магазине «Розетка». В рублях это 42 875 рублей. Надеемся, что вам этот обзор понравился точно так же, как нашей мурашке эта рыбка. Оцените труды лайком, надеюсь, это вам поможет при выборе подобных устройств. До встречи в новых видео во вторник, четверг и субботу. Будут вопросы, задавайте, ну и пишите вообще, что вы думаете о подобных гаджетах с изогнутым экраном.